Украина не просит подарков, но платить за оружие Зеленский будет не со своего кармана. Киев больше суток под огнем, склады с оружием полыхают, нефтебазы выведены из строя. Мобилизация, санкции и крах России. Москва разрушила мечту Запада. Киев торгуется за перемирие без Донбасса, но Путин диктует свои условия. Всем привет! На календаре 21 августа и, как обычно, разбираем только самое важное за сутки. Еще больше новостей в моем телеграме, ссылка под видео. Лайк, подписка и начинаем. Зеленский снова вышел с видеообращением. И снова по знакомому сценарию. Он подтвердил, что по Киеву и области прошел массированный комбинированный удар. Но вот в чем хитрость. Про поражение объектов военно-промышленного комплекса он не сказал ни слова. Тему обошел стороной. Весь фокус на противовоздушной обороне и на политических решениях Запада. По сути, Зеленский признал главное – украинское ПВО не тянет баллистику. Крылатые ракеты еще как-то сбивают, а вот с баллистическими все куда хуже. И тут же прямая просьба – нужны ракеты для патриотов, а дать их могут только партнеры. Удар был комбинированным, много баллистических ракет, крылатых ракет, были беспилотники. Ракет в этом ударе было около 90%. А вот с баллистическими ситуация гораздо хуже. Нужны ракеты для патриот, и обеспечить их могут только наши партнеры. На всех уровнях мы доносим до них и нашу потребность, и то, что мы знаем, что эту нашу потребность, они могут ее удовлетворить. Дальше самое интересное. Зеленский заявил, что Киев больше не просит оружие бесплатно, мол, готовы покупать. Звучит гордо. Но на самом деле за этой формулировкой прячется другое. Своего бюджета на такие закупки у Киева нет. Значит, платить придется из тех же денег, что выделяет сам Запад. Проще говоря, купить американские ракеты за американские же деньги. И для этого нужна отмашка из Вашингтона. Россия продолжает эту войну, и остановить ее можно только силой, только совместными усилиями. Мы говорим не о подарках, а о готовности Украины покупать оружие. Важно, чтобы были решения, соответствующие политические решения со стороны партнеров. В первую очередь в Соединенных Штатах. Я благодарен всем, кто реально помогает Украине защищаться. Несмотря на дыры в ПВО, Зеленский пообещал не останавливаться. Наоборот, наращивать дальнобойные удары. Параллельно подписал новые указы о санкциях против российского ВПК. И в ультимативном тоне призвал союзников давить синхронно, всем фронтом. Мы обязательно ответим на этот российский удар, как и на любой другой российский удар. Ответим и справедливо, и дальнобойно. Украинская дальнобойность будет получать еще больше ресурсов. Сегодня я также подписал указы о новых санкциях. Несколько пакетов против российского военного комплекса. Мы будем продолжать нашу санкционную работу и объединять наши санкции в украинской юрисдикции с санкциями партнеров. Смотрите, как складывается картина. С одной стороны, жалобы на нехватку ракет и признание, что оборона трещит. С другой, обещание бить дальше и сильнее. Одно с другим не очень бьется. Если снарядов не хватает даже на защиту неба над Киевом, откуда возьмется ресурс на новые дальнобойные удары? В итоге обращение свелось к привычной формуле. Признание уязвимости – раз, анонс ответных шагов – 2, и очередной список требований к Западу – 3. Деньги, ракеты, политические решения. Каждый раз одно и то же, только громче. И каждый раз Запад помоги. А теперь, что стояло за тем самым обращением? Российская армия начала массированную атаку по объектам на украинской территории. И это не разовый налет. Киев больше суток находится под огнем. За это время по украинской территории выпущено порядка 20 баллистических ракет. Цифра сама по себе говорит о масштабе. Разберем по деталям. По Киеву отработали около 12 гиперзвуковых цирконов, плюс 8 Искандеров ПЭМ, еще примерно 8 калибров, и сверху баллистика. По сути, в ход пошла часть арсенала сразу. Комбинированный удар в чистом виде, когда по целям бьют разными типами ракет одновременно. И тут проблема Киева налицо. Против такого набора обороне просто нечем работать. И вот тут все сходится с тем, что признавал сам Зеленский. Крылатые ракеты оборона еще как-то встречает, а против гиперзвука и баллистики шансов почти нет. Перехватывать нечем, ракет для патриотов не хватает. Именно поэтому картина на земле такая тяжелая. Что именно попало под удар? В первую очередь объекты энергетической инфраструктуры Киева и столичного региона. Нефтебаза в Броварском районе полыхает до сих пор. Работа предприятия остановлена. Пламя видно издалека. Но энергетикой список не ограничился. Под удар попали и склады. А на них хранилось вооружение для украинской армии. Эти объекты выведены из строя. И вот здесь возвращаемся к первой новости.
Помните, как аккуратно Зеленский обошел тему военно-промышленного комплекса? Теперь понятно почему. Признать поражение складов с оружием значит признать, что удар достиг цели, а этого в Киеве делать не будут. И честно, вы верите, что об этих складах мы вообще услышим от официального Киева? Складываем все вместе. 20 с лишним ракет. Разные типы. Энергетика и военные склады под ударом. Больше суток непрерывного давления. Это не точечная акция. Это спланированная операция с четкими целями. И судя по тому, о чем Киев предпочитает молчать, свои задачи она выполнила. Переходим к теме, которую на Западе и в Киеве раскручивают с особым усердием. Речь о слухах, будто в России сразу после выборов запустят массовую мобилизацию. Схема подачи знакомая до мелочей. Западные СМИ вместе с официальным Киевом и лично Зеленским запускают волну, а дальше она расходится сама. В украинском медиаполе, как обычно, ссылаются на некие секретные документы разведки. Мол, планы уже готовы, все подтверждено. Параллельно в соцсетях гонят картинку массового бегства россиян за границу. Цель простая – посеять панику. Внутри России и вокруг нее. Но вот в чем проблема этой кампании. Она развалилась в прямом эфире. Причем на самой заметной площадке – на трибуне ООН. Постоянный представитель России Василий Небензя отвечал прессе. Вопрос задал украинский корреспондент. Прямой вопрос про мобилизацию. И ответ был не менее прямым. Вы гораздо лучше меня осведомлены о том, что произойдет после выборов. Вы знаете о мобилизации в Украине лучше, чем кто-либо другой в этом кругу. Так что не волнуйтесь о мобилизации в России. Я думаю, что официально уже много раз говорилось, что массовая мобилизация в данный момент не нужна. Она не планируется и, насколько мне известно, не ожидается. Но посмотрим, что будет после выборов и кто окажется прав. Одна фраза, и вся конструкция посыпалась. Ни оговорок, ни уклончивых формулировок. Планов нет, ожиданий нет, темы нет. Но Небензя на этом не остановился. Второй темой стали санкции. Запад в очередной раз грозит ужесточением давления и обещает перекрыть Москве экономическое сотрудничество с третьими странами. Дипломат ответил и на это. Мы видели так много санкций и обещаний изолировать российскую экономику, что не обращаем на это слишком много внимания, потому что нам удалось адаптироваться к ним. Какие бы санкции они ни вводили, какие бы угрозы мы не слышали по пути. Я думаю, что мы справимся. Не беспокойтесь о российской экономике. Смысл простой. Российская экономика к ограничениям давно привыкла, иммунитет выработан, а основной удар санкций наносят как раз по тем, кто их вводит. И теперь главный вопрос к вам. Если планов на мобилизацию нет и не было, почему их так упорно рисуют именно из Киева? В итоге картина такая. Попытка раскачать ситуацию внутри России через вбросы о призыве и разговоры о скором крахе экономики снова провалилась. Российские войска выполняют задачи без всяких дополнительных мобилизационных мер, а экономика держится, несмотря на весь поток угроз и обещаний изоляции. И напоследок про переговоры. Тут тоже все непросто. Киев передал американской стороне свои предложения по прекращению боевых действий. Формулировка важна, именно прекращение, а не полноценный мир. Сам процесс, по словам Киева, сейчас фактически заморожен. И вся ставка на новый визит американских представителей. Мол, приедут, и диалог получит импульс. Теперь по сути предложений. Речь идет о паузе в боевых действиях, не о мирном договоре. И вот ключевой момент. В свои предложения Зеленский не закладывает согласие на юридическое признание российского Донбасса. Ни строчки об этом. Сознательно. Логика тут понятна. Киев пытается провести четкую границу. С одной стороны перемирие, с другой окончательное урегулирование. И между этими двумя вещами вбивает клин. Формула простая. Боевые действия можно остановить, но без всякого признания территориальных изменений. Для украинской власти это базовая позиция, от нее не отходят. Но есть одна проблема, и она большая. Москва уже не раз говорила прямо, ни на какие перемирия не пойдет. Только завершение конфликта, и на условиях, которые с каждым разом становятся жестче. То есть Зеленский предлагает паузу, а с ним даже говорить об этом в таком формате не собираются. Позиции не просто разные, они смотрят в противоположные стороны. И самое главное, на что вообще рассчитывает Зеленский и его партнеры, торгуясь с позицией, которая слабеет с каждым днем. И вот что важно понять про фон всего этого. Зеленский каждый раз выходит в ультимативном тоне. Требует, указывает, ставит условия. Но на деле вес этих требований тает. Его все меньше слышат. А западные партнеры потихоньку устают.
и начинают отдаляться. Тон прежний, а рычагов все меньше. А пока Киев ждет американцев, время работает против него. Каждый день заморозки – это новые удары по территории, новые проблемы и все та же нехватка денег. Позиция за столом переговоров напрямую зависит от того, что происходит на земле. А на земле у Киева все сложнее. И партнеры это видят не хуже нас. Отсюда и разговоры о более жестких условиях со стороны Москвы. Они не на пустом месте. Они опираются на реальную обстановку. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Зеленский пытается держать лицо, но трещит уже по всем швам сразу. Небо не закрыть, тыл под ударом, а за столом переговоров нечего положить, кроме требований. И на этом фоне с трибун звучит что угодно. Про санкции, про ответные удары, про новые пакеты давления, только не про то, как из всего этого выбираться. И вот что важно понять. Дело не в одном тяжелом дне и не в одной сорванной ночи. Дело в том, что защита, повестка и опора на Запад начали сыпаться в одной точке. И заявлениями эту трещину не залатать. А вы что обо всем этом думаете? Пишите в комментарии, я все читаю. Лайк и подписка – лучшая поддержка для канала. Еще больше в моем телеграме, ссылка под видео. С вами был Медиашот, скоро вернусь. Всем пока.